Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня вяжу обалденную весенне-летнюю сумку, от которой невозможно оторвать глаз. В этом же видео вяжу декор для своего изделия. Этот декор можно использовать в любом образе, и ваш образ заиграет новыми красками. Потребуется основной цвет, у меня зеленый, и дополнительный. Можно обойтись остатками пряжи, у меня желтый и белый. Я использую трикотажную нить «Вяжи еще». Ее состав преимущественно акрил. Обращаю ваше внимание, что по составу она как полиэфирный шнур, а выглядит полностью как трикотажная пряжа. Она тоньше обычной, поэтому изделие получится легче и тоньше. Имейте в виду. Можно заменить эту пряжу на полиэфирный шнур 5 мм. Мои расчеты, толщина крючка, все подойдет под альтернативную нить. Я вяжу достаточно объемное и вместительное изделие, но по ходу видео расскажу, как поместиться в один моток основного цвета. Также приготовила крючок 5 мм, ножницы и сантиметровую ленту. Буду информировать вас не только по количеству петель и рядов, но и размером своих заготовок в сантиметрах. Все необходимые ссылки остаются для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю дальнюю нить и формирую первую петлю. Для начала я вяжу ширину дна, это фактически ширина изделия закладывается этим набором петель. Мне нужно 39 воздушных петель. Если вяжете изделие меньше, убавляйте петли кратно 3. То есть 36, 33, 30 и так далее. Если вяжете изделие больше, добавляйте кратно 3. От 39 42, 45, 48 и так далее. На этом этапе, если вы хотите поместиться в один моток пряжи, набирайте петель, как и я, 39. Вяжите достаточно туго, пряжа эластичная, чтобы не было дополнительного растяжения. Сумочка будет тогда достаточно стабильна. Готово. Теперь вставлять крючок буду в заднюю перемычку, косы из воздушных. Накид. Отступаю 8 петель, в 9 точку мне нужно вставить крючок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вставляю сюда крючок, подхватываю нить, столбик с одним накидом. Сначала 2 петли на крючке, потом еще 2 петли на крючке. Получилась первая ячейка. Далее ячейки вяжутся иначе. 2 воздушные, 1, 2. По основанию, соответственно, пропускаю 2 точки, в 3 провязываю столбик с одним накидом. Первые 2 петли. Вторые 2 петли. Вот такими квадратами идет узор. Снова 2 воздушные. По основанию пропускаю 2 точки, в 3 провязываю столбик с одним накидом. Так до конца ряда, пока у меня не закончатся точки по основанию. У меня остается последняя ячейка. Я уже провязала 2 воздушные. По основанию пропускаю 2 перемычки, накид. В последнюю точку провязываю столбик с одним накидом. Готово. Ширина моего донышка получается 11 ячеек. В сантиметрах это около 24 сантиметров. Если вы хотите поместиться в один моток пряжи, вы сейчас навязываете количество рядов, чтобы ширина донышка по короткому краю была 4 ячейки. Я буду навязывать 5 ячеек, получается 11 на 5. У вас может быть 11 на 4. И если вы помещаетесь в один моток пряжи, глубина изделия немного меньше. Смотреться будет точно так же гармонично и хорошо. Набираю 5 воздушных петель, чтобы перейти на следующий ряд. 3, 4, 5. Переворачиваю вязание. Здесь сейчас буду вставлять крючок над столбиком с одним накидом. Накид за обе дужки в эту соответствующую точку и провязываю столбик с одним накидом.
Далее снова 2 воздушные. По основанию у меня пропускается ячейка прошлого ряда. Крючок вставляю за обе дужки над столбиком с одним накидом прошлого ряда. Вот такими квадратами, один квадрат над другим, продолжаю вязание второго ряда. 10 ячеек второго ряда провязано. И здесь сейчас последняя ячейка, 2 воздушные, накид. Отступаю 2 точки в третью от крючка. Вот здесь высота остается ячейки, и вот угловая точка, и еще 2 петли. То есть все рассчитано гармонично. Провязываю столбик с одним накидом. Ряд завершился. Далее переход на следующий ряд по аналогии. 5 воздушных, 3, 4, 5. Переворачиваю вязание, накид. В эту же самую точку, которая ровно над столбиком с одним накидом прошлого ряда, провязываю новый столбик с одним накидом. Готово. Вот так вот поворотными рядами навязываю необходимое количество петель. Здесь на повороте 5 петель. Буду вставлять крючок, провязывая крайнюю ячейку в третью петлю. Вот здесь она угловая. Сделав предварительные расчеты, я связала 6 ячеек по короткому краю. У меня 11 на 6. Если ваше изделие помещается в один моток пряжи, остановитесь на 4 или на 5 ячейках. Размер донышка мой на этом этапе 24 сантиметра на 11 сантиметров по короткому краю. Досмотрите мой ролик до конца, там я расскажу, какая глубина получится у вас из одного мотка пряжи. Точно так же можно продолжать вязать дальше, чтобы получить сумку в еще большем размере и использовать 2 мотка пряжи. Можно вплоть до квадрата вязать это донышко, потом переходить на круговое вязание. Сумка будет смотреться тоже здорово. Здесь сейчас я выхожу на вязание по периметру. В угловых точках рассказываю, как провязывать столбики. Далее ряды будут повторяться. Здесь сейчас 5 воздушных, как при переходе на другой ряд. 3, 4, 5. Нахожу точку, которая соответствует горизонтальной линии квадрата, накид, вставляю вот не за одну, иначе отверстие получится, а за 2 нити. Подхватываю покрепче, чтобы было. Провязываю столбик с одним накидом. Вот получилась боковая ячейка. Снова по аналогии 2 воздушных. Здесь нахожу точку, которая соответствует линии квадрата, накид и провязываю столбик с одним накидом. Подхватываю достаточно глубоко, чтобы не было отверстий. Снова 2 воздушные. Вот здесь у меня получается как будто отверстие, поэтому подхватываю 2 нити. Вот так покрепче. Столбик с одним накидом. Вот так провязываю ячейка над ячейкой, квадратная, секция узора над квадратной. Двигаюсь к угловой точке. И вот снова здесь подхватываю 2 нити для того, чтобы было покрепче. 2 воздушные. Вот она угловая точка. 2 здесь пропускается, 2 здесь. 5 посередине это угол. Накид, в эту точку провязываю столбик с одним накидом. 2 воздушные. Для плавного перехода, чтобы у сумки не было острых углов, провязываю еще один столбик в эту же точку. Тут у меня 2 воздушных, то есть здесь закладывается основание полноценной квадратной ячейки. Накид, подхватываю вот 2 нити, чтобы не было отверстия в угловой точке, столбик с одним накидом. Получается не квадратная ячейка, а уголок. Здесь у основания столбики, а здесь 2 воздушные. Снова 2 воздушные. И перехожу дальше на уже знакомое мне вязание. За обе дужки столбик с одним накидом. Вот такая секция у меня в угловой точке. Провязываю такую же в этом углу, в этом и двигаюсь к началу ряда.
У меня заканчивается ряд перехода. Обращаю ваше внимание, здесь начинала я с 5 воздушных. Здесь уже провязано 2 воздушных, накид, последняя точка основания, столбик с одним накидом. Из этой точки выходит 2 столбика. Вот мне последний треугольник нужно провязать, 2 воздушные. Нахожу центральную точку из 5 подъемных, задняя перемычка, или вот мне нужно подхватить 2 нити, чтобы не было отверстия, и провязать соединительную. Здесь без накида. Вот этот треугольник завершающий, точно такой же, как в этом углу, в этом и в этом. Сейчас в круг у меня 38 ячеек. Количество ячеек больше меняться не будет. Оно должно получиться четным для того, чтобы гармонично выйти на вывязывание ручек в дальнейшем. Здесь в каждом ряду одинаково 5 подъемных воздушных, накид, нахожу следующий первый столбик и провязываю столбик с одним накидом в эту точку. Эта подъемная точка каждый раз будет соединительная в конце ряда провязываться в центральную, третью, с одной и с другой стороны. Напоминаю, их 5. Вот я маркирую эту точку на всякий случай, чтобы не проскочить соединение и не уйти на спиральное круговое вязание. Так вяжу необходимое количество рядов по глубине. Из одного мотка пряжи на меньшее донышко это где-то 12-13 рядов. Смотрите по пряже, плотность вязания у всех разная. Я навязываю на глаз необходимую глубину изделия. Здесь в угловой точке сложно запутаться, но на всякий случай, чтобы не добавить. Вот 2 столбика здесь выходили у меня из одной точки. Больше таких добавлений я не делаю. Провязываю 1 столбик в одну, 2 воздушные, и 1 столбик в другую угловую точку. Здесь стенки изделия сразу уходят наверх, на рост глубины. Продолжаю в том же духе, больше по вязанию ничего не меняется, никаких добавлений и убавлений я не провязываю, просто круговое секционное вязание квадратами. Сейчас у меня провязано 17 рядов от переходного. Переходной ряд я не считаю, вот он с угловым таким переходом. Вот от этого ряда, если просчитать по ячейкам, сейчас у меня заканчивается 17 ряд. Глубина изделия на этом этапе 32 сантиметра. Вывязывание ручек еще добавит глубины. Ориентируйтесь на это. Я уже маркировала точки для ручек, нашла крайние линии, поднялась от донышка по центральным. И получается, что у меня 38 в круг. Здесь от края 1, 2, 3, 4, 5, 6 ячеек маркер. И здесь от края 6 ячеек маркер. Между маркерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячеек. С этой и с этой стороны соответственно зеркально. Если вы вяжете с одного мотка пряжи и связали донышко в 4 ячейки по короткому краю, у вас получится 15 рядов изделия, и пора будет вывязывать ручки. Если вы связали 5 ячеек по короткому краю, у вас получится 13 рядов изделия. Вот, ориентируйтесь на маркеры. Сумка будет точно так же очень вместительная, просто меньшей глубины. Здесь я делаю точно так же соединение и выхожу на новый ряд, 5 воздушных. Можно переставить маркер для соединения следующего ряда. Накид. Нахожу соответствующую точку и продолжаю вязать мой узор до маркированной точки под ручки. Я подошла к маркеру. 2 воздушные, точно так же в маркированный столбик, столбик с одним накидом.
И здесь сейчас мне нужно выпустить ручку. Ручка может быть любого размера, в руку, на плечо, на ваше усмотрение. Еще раз повторюсь, пряжа очень эластичная, не делайте ручку слишком большой, потому что под тяжестью наполненной сумки она может вытянуться. Немножко сумка увеличит глубину свою и ручка соответственно. Нужно набрать количество петель кратное 3 плюс 2 петли на соединение. Я набираю 48 плюс 2, 50 петель. 1, 2, 3. Готово. Это не завершающая длина ручки. Еще раз ваше внимание обращаю. Накид и в маркированный столбик с одним накидом. Вот так это сейчас выглядит. Здесь 2 воздушные, продолжаю узор. Ручку я набрала достаточно плотно, без лишней свободы нити, чтобы она хорошо и плотно взялась еще вторым рядом. Продолжаю на противоположной стороне, вывязываю точно такого же размера ручку. Здесь я вышла на завершающий ряд и ручки буду провязывать как в начале вязания, в заднюю перемычку косы из воздушных петель. У меня последний столбик по основанию сумки, 2 воздушные. Еще один столбик в точку соединения ручки и полотна, накид. И тут сама собой я перехожу на ручку. Всегда 2 воздушные. Далее по полотну пропускаю 2 точки. В третью столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные. По полотну 2 точки. В третью столбик с одним накидом. Те же самые ячейки продолжают вязаться по ручке. Так заканчиваю эту ручку, перехожу на полотно и противоположную соответственно. У меня осталась последняя секция, я уже укоротила нить, 2 воздушные. Далее вытягиваю нить полностью, удаляю маркер. Вставляю крючок в маркированную ранее точку и увожу туда нить. Далее возвращаю ее в исходную точку здесь. Получается имитация последнего стежка. Нить достаточно скользкая, увожу ее внутри по полотну и обязательно подшиваю. То же самое делаю и с краем начала. Он у меня в каком-то из углов основания сумки. Здесь буквально несколько стежков и подшить. Ручки получились вот такого размера. В сантиметрах я вам сейчас скажу, это не растянутый размер ручки. Где-то 36-37 сантиметров. Соответственно, под грузом сумки как раз комфортная плечевая длина ручки. Сумка уже почти готова, смотрится очень колоритно и эффектно. Итоговые размеры: 34 сантиметра ширина и около 34 сантиметров глубина. У меня ушло 1,5 мотка пряжи. Сейчас сумка весит около 420 грамм. Очень вместительная, может быть повседневным вариантом без подкладки или пляжным, на ваше усмотрение. Я перехожу к декорированию своей сумочки. Начинаю с желтой пряжи, набрасываю нить на ладонь, оборачиваю, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить, подхватываю верхнюю, формирую первый столбик ряда. Столбики буду вязать в круг, параллельно ввязывая край начала. Мне необходимо провязать в круг 12 столбиков. С первым уже 2, 3. Вяжу достаточно свободно, не перетягиваю пряжу. Мне нужно заложить достаточно эластичный край на следующий ряд. Сейчас у меня уже провязано 11 столбиков. Хорошенько затягиваю кольцо.
чтобы петли оформились в красивый аккуратный круг. Последний 12 столбик вытягиваю и провязываю его краем начала. Вытягиваю этот край полностью. И делаю соединение в первую кромочную косу, увожу край нити и возвращаю его в исходную точку сюда, на изнанку. Здесь вставляю крючок за 2 нити, чтобы было достаточно крепко. Увожу, не перетягиваю эту петлю, чтобы все петли кромки были одинаковые. Здесь у меня прерывается также нить с небольшим запасом. Этот запас потребуется для крепления моего декора. Подхватываю петли, увожу его в глубину. Вот у меня одна нить с одной стороны, другая с другой. Теперь перехожу к белой пряже. Нить также с небольшим запасом. Вставляю крючок в любую кромочную точку за обе дужки, подхватываю и формирую цепочку из 3 воздушных петель. Это подъем на высоту ряда. Узор вяжется столбиками с одним накидом, достаточно пышными и высокими. Каждый лепесток будет провязан в 2 кромочные точки. По кругу будет 6 лепестков. Это подъемный столбик. Отсюда накид, и в эту же самую точку я возвращаюсь. Здесь ввязывается край начала в полотно. Вытягиваю очень пышно столбик с одним накидом, но не провязываю его полностью. На крючке у меня остается 2 петли. Накид, в эту же точку возвращаюсь, провязываю пышно не до конца столбик. Уже 3 петли на крючке. Накид, следующая точка, за обе дужки кромочной косы. В нее провязываю сразу 3 столбика, не полностью, с одним накидом. Первый, второй, третий. Готово. Сейчас на крючке у меня 6 петель. Провязываю их вместе достаточно туго, кучно и воздушной закрепляю. Вот такой лепесток у меня объемный получился. Теперь 1, 2, 3 петли для того, чтобы вернуться и закрепиться вот в точку основания, в которую были провязаны столбики этого лепестка, соединительная. Теперь провязываю соединительную в соседний, чтобы перейти на вязание следующего лепестка. И все повторяется. 3 воздушные подъемные. И снова в эту точку 1, 2 столбик с подъемным, их 3. И следующая точка 3 столбика. Не полностью. 1, 2, 3. 6 петель на крючке вместе, туго. 1, 2, 3. Закрепляюсь в эту же уже задействованную точку. Второй лепесток готов. Так по аналогии перехожу в соседнюю и навязываю еще 4 лепестка. У меня завершается последний лепесток. Все выправляю в одну сторону. И здесь соединительная в основании. Укорачиваю нить. Вытягиваю ее полностью и делаю соединение в последнюю точку, чтобы закольцевать. В эту точку начинался первый лепесток. Здесь провожу, создаю узел или подшиваю этот край, прячу полностью. 2 желтых остается для закрепления на изделие. Таких цветков можно связать любое количество. 1, 3, 5, 7 на ваше усмотрение. Хоть все изделие усыпать цветочками. Теперь в хаотичном порядке с помощью оставленной желтой нити креплю мои цветы на изделие. Одна уходит в одну ячейку, другая в диагональную. Хорошенько потягиваю. Сначала создаю узелок, потом бантик.
Сумка получилась очень колоритная и фактурная, прекрасно смотрится, вместительная и не тяжелая. Сюда не требуется подкладка. Здорово будет в любом цвете и под любой образ. Все необходимое остается для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного. Всем пока!